Идея сама по себе ничего не стоит. Не существует идей, которые можно взять и тут же обменять на деньги. Перестаньте верить в силу и ценность вашей идеи. Перестаньте бояться, что вашу идею кто-то украдет. Не бойтесь рассказать и поделиться вашей идеей с окружающими. Никому она не нужна. Никому не нужна голая идея. У всех хватает собственных идей. У вас могут возникнуть резонные вопросы. А как тогда быть со знаменитыми идеями, изменившими мир? Разве не идеи сказочно обогатили и прославили таких людей, как Форд, Джобс? Да что далеко ходить? Даже у меня есть парочка идей на миллион, скажете вы. Просто пока не было времени этим заняться. И если не идея приносит деньги, то что тогда их приносит? Зачем вообще нужны идеи и как можно на них как-то заработать? На все эти, а также еще на кучу аналогичных вопросов у меня есть для вас ответы. Просто посмотрите этот ролик, и вы получите их все. А если вопросы все же останутся, добро пожаловать в комментарии. Начнем с самого простого. Разберемся, почему же идея сама по себе ничего не стоит. Давайте для этого рассмотрим несколько наглядных простых примеров, когда даже самая гениальная идея не может заработать ни копейки. Представим себе, что вы берете абсолютно рабочую, простую, проверенную идею. Тетрис. Идея великолепная. Можно на ней сейчас заработать? Не думаю. В чем проблема? Спрос, его просто уже нет сейчас. Хорошо. Допустим, у вас есть машина времени, и эту проблему вы решили. Отправляетесь на машине времени в 1984 год. Сколько вам удастся заработать без умения программировать? Очевидно, 0. У вас просто нет навыков для реализации этой идеи. Едем дальше. Предположим, что необходимые навыки у вас все же есть. Допустим, вы умеете программировать и снова отправляетесь в прошлое, но теперь не в 1984, а в 1922. И снова очевидно, что идея денег вам не принесет. Почему? Потому что до ближайшего компьютера 50 лет, хотя навыки есть, но нужна материально-техническая база. Ладно, снова построили машину времени. Переформатировали ее на 1984 год, проверяем. Спрос есть, навык есть, материально-техническая база есть. Вроде все должно получиться. И вот вы уже в январе 1984 года встречаетесь с Робертом Стейном. Вы же помните, что это тот человек, который точно поверит в успех Тетриса, да еще денег даст. И вот вы с горящими глазами рассказываете ему, как будут падать фигурки, как они будут выглядеть, как они будут поворачиваться. Тетрамины ему показываете для пущей убедительности. А как вы думаете, сколько денег вы получите? 0. Сомневаетесь? А поставьте себя на его место. К вам подходит совершенно незнакомый человек и просит под голую идею денег. Мол, я тут придумал схему, деньги твои, мысли мои, и все у нас полетит. Прибыль делим пополам. Так не работает. Вы же как минимум начнете узнавать детали. А почему автор считает, что идея сработает? Какие есть доказательства, что идея рабочая? Если идея рабочая, то почему до сих пор не реализована? А даже если сделаем все как задумано, а получится ли на этом заработать? Ну и так далее. Дело в том, что люди по умолчанию, в принципе, очень скептически относятся к чужим идеям и в первую очередь склонны критиковать и искать проблемы во всем новом, что им предлагают со стороны. Это безопасно. А безопасность – одна из базовых потребностей человека. Следующее препятствие, с которым сталкивается любой человек, принесший новую идею, можно озвучить как «ничто не ново под луной». Если идея интересная, ее, скорее всего, уже реализовали. Если идею не реализовали, скорее всего, она никому не нужна, перспектив у нее нет. Я очень часто сталкивался с ситуацией, лично бывал с ней с обеих сторон, когда приходит новый человек, геймдизайнер, на существующий проект и начинает делиться своими идеями. А вот тут у вас не так, а вот тут у вас не так, вот это переделать, вот это, мне кажется, надо сделать по-другому, тут добавить, это убрать. И в 99% случаев оказывается, что каждый из этих пунктов уже по 10 раз был разобран командой. Тесты проведены, отзывы пользователей получены. И вот в данном конкретном случае нужно было сделать именно так, как сделано, а не так, как показалось со стороны. По данному поводу мне нравится поговорка. У любой проблемы всегда есть очевидный, простой, понятный и неправильный способ ее решения. Поймите, все идеи уже фактически существуют в информационном поле. Мы ничего не придумаем. Наоборот, мы пытаемся отбросить ненужное и найти в бесконечном множестве идей одну единственную, ту самую идею на миллион. Мне в данном случае нравится проводить аналогию со словами Микеланджело, который в свое время сказал: «В каждом куске мрамора я вижу статую так ясно, как будто бы она стоит передо мной. Мне остается только отсечь грубые стены, которые скрывают прекрасное видение, чтобы обнаружить его для других».
Ну, или как-то так. Люди придумали различные методы для поиска идей, начиная от банального мозгового штурма и заканчивая алгоритмами теории решения изобретательских задач ТРИЗ. Все эти подходы направлены, чтобы в результате отсечь все лишнее и обнаружить скрытое. Но есть огромная разница между скульптурой и идеей. Скульптуру сделать сложно. Если вам сейчас дать кусок мрамора и инструмент, я сомневаюсь, что у вас получится повторить скульптуру Давида. Зато, если вам рассказать идею, то уверен, что вы сможете ее повторить слово в слово. Ведь все слова уже существуют. А чтобы сформировать идею, нужно лишь выстроить эти слова в нужном порядке. А когда слова выстроились, то для стороннего наблюдателя они уже не выглядят чем-то ценным. В этом ключевое отличие своей идеи от чужой. Свою идею вы выстрадали, и поэтому она кажется вам ценной. Вы потратили массу усилий, отбрасывая в сторону различный информационный мусор, а чужая досталась вам просто так. Поэтому она кажется бесполезной. Озвучить сформулированную идею труда не составляет. Более того, когда сразу озвучена чужая готовая идея, то сначала она воспринимается как тот самый информационный мусор, который вы отбрасывали, когда искали свою идею. Именно поэтому нельзя продать чистую идею. Насколько бы она гениальна ни была, ее просто никто не купит. Давайте приведу еще несколько наглядных примеров. Итак, надо продавать кишечные газы коров, расфасованные в консервные банки. С вас 10 тысяч долларов. Купите? Нет. Идея следующая. Надо дать монахам перезаправлять и освещать картриджи для принтеров. С вас 100 тысяч долларов. Берете? Нет. Идея! Надо выпустить пластиковые шарики, надевающиеся на кончики автомобильных антенн. С вас миллион! Касса тут! Вот скажите, кто-то из вас готов отдать живые деньги в обмен на несколько слов? Нет. И во всем мире тоже никто не готов так делать. А вообще-то это было 3 супер успешные бизнес-идеи, реальные. Но никто никогда не заплатит за такое деньги. В чем дело? Откуда взялась вера в идею на миллион? Идея, изменившая мир. Почему огромное количество людей продолжает думать, что идея чего-то стоит? Ведь у всех на слуху хрестоматийная история успеха. Форд и конвейер, Джобс и айфон, Пажетнов и Тетрис. Вот же примеры, когда идея принесла и деньги, и славу. Да, идея, деньги, слава. Все это есть в приведенных примерах. Да, все эти истории начались с идеи, а закончились успехом. Все так. Но так ли цена именно идея, как принято об этом думать? Или все же ценность в этих историях в чем-то другом? Думаю, многие зрители уже начали понимать, к чему я веду. Не зря я постоянно акцентировал внимание на словах голая идея, чистая идея, простая идея. То есть идея без каких-либо последующих событий. А в реальном мире хоть что-то стоит только реализованная идея. Форд не изобретал конвейер. Вот это поворот! Он применил известный метод конвейерной сборки для сборки автомобилей. Уверен, что одновременно с Фордом такие же идеи бродили в головах и у других людей. Но удалось-то применить первым именно Генри Форду. Поэтому он и вошел в историю. Джобс не изобретал сенсорный дисплей, он применил уже существующую технологию для создания телефона. Уверен, что подобные мысли в то же время были не только у него, но реализовать первым смог именно Стив Джобс. Головоломка Пентамена была и до Пажетного. Но написать первым рабочую программу для компьютера смог именно Алексей. Возвращаясь к началу нашей беседы, чтобы получить деньги от Роберта Стейна в 1984-м, недостаточно только слов. Нужна реализованная рабочая программа, и это минимум. А на самом деле даже ее может не хватить. Даже реализованная идея еще не является залогом успеха. Есть в мире нечто, что значительно ценнее, чем воплощение. Ведь история полна примеров, когда изобретатели гениальных, прорывных и востребованных вещей умирали нищими в забвении. Даже если мы вернемся к Форду, Джобсу, Пажетнову, то кто знает и помнит изобретателя конвейера? Кто знает и помнит изобретателя сенсорного экрана? А уж история с Пажетновым и Тетрисом максимально наглядно демонстрирует, что для успеха недостаточно сделать то, что всем нужно. Американцы имеют прекрасную поговорку на этот счет. $1 тому, кто придумал, 2 тому, кто сделал, и 100 тому, кто продал. Реальную прибыль приносят только продажи. Каким бы умным и умелым ты ни был, если ты не можешь продать свой труд, ты ничего не заработаешь, и тебя никто не узнает. Что очень точно подчеркивается еще одной американской поговоркой. Если ты такой умный, почему такой бедный? А теперь самое главное. Что со всем этим можно сделать? Выводы я хочу разделить на 3 части. Первое. Нет проблемы что-то придумать. Есть проблема реализовать и продать. Более того, множество людей готовы платить серьезные деньги, чтобы реализовать свою идею, чтобы после этого платить еще большие деньги, чтобы продвинуть эту идею.
Лично у меня есть несколько великолепных и многообещающих, на мой взгляд, идей для игр, которые требуют для их реализации порядка $1 миллиона хотя бы для начала. И плюс огромное количество лично моего времени. Я неоднократно пытался убедить хоть кого-то начать реализовывать эти идеи, до сих пор безуспешно. Если я действительно захочу их реализовать, мне придется все организовывать самому. Других вариантов просто нет. И вот мы логически подошли ко второй части вывода. Если у вас есть идея, в которую лично вы верите, и вы хотите, чтобы она осуществилась, начинайте о том думать, как именно вы ее сможете реализовать и продать. Именно вы, а не кто-то, кому вы ее расскажете. Не пытайтесь продать идею. Продавайте реализацию и последующее продвижение. Нельзя получить инвестиции под идею, но можно получить инвестиции под реализацию и последующее продвижение. Наконец, третье. Чтобы довести идею до воплощения и продажи, вам потребуется либо много своих денег, либо много чужой веры. Если у вас есть много своих денег, есть идея, то вам больше ничего не нужно. Можете приступать к реализации. Если с деньгами пока не так хорошо, то стоит поработать с убедительностью. Итак, что может повлиять на веру в вашу идею? Своевременность. Как мы уже говорили, каждой идее свое время. Вам нужны аргументы, почему именно сейчас пришло время реализовывать именно вашу идею. Второе. Навыки и опыт. Чем больше вы знаете и умеете, тем легче люди будут верить вам на слово. Конечно, при условии, что ваши навыки и опыты подтверждены в глазах этих людей. Предыдущая история успеха. Иногда можно демонстрировать не свои личные качества, а результаты, которых вы уже достигли. Чемпиону мира в спринте не нужно доказывать, что он быстро бегает. Четвертое. Материально-техническая база. Иногда может так оказаться, что ваша гениальная идея просто технически неосуществима. Или же осуществимо настолько дорого, что никакая прибыль не покроет затрат. Вам нужно иметь понимание, как именно ваша идея будет реализовываться. И пятое. Также хороший способ заразить верой в свою идею – это пройти весь путь по ее поиску, вместе с тем, кого вы хотите убедить в ценности этой идеи. А на этом все. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если остались вопросы, что-то непонятно или с чем-то не согласны, добро пожаловать в комментарии. С вами был канал ProGameDev и его ведущий Иван. Пока-пока.